Отношение к покупкам вещей определяет то, кем вы будете – богатым или бедным. Главная проблема многих людей заключается в том, что они неправильно покупают вещи. Это вообще какой-то большой глобальный баг, который сидит в голове у каждого человека. Давайте сегодня поговорим об этом. Давайте представим обычную жизненную ситуацию. Покупка телефона, автомобиля, дома или каких-то вещей. Как через покупку вещей можно определить, есть ли в вашей голове баг или нет? Правильно ли вы мыслите или нет? И то, насколько эффективно ваше мышление. За свой многолетний опыт я видел очень много людей, и богатых, и бедных. И что действительно прямо бросается в глаза, это не то, что у кого-то есть больше денег, у кого-то меньше денег, а в глаза бросается закономерность, связанная между мышлением человека и тем состоянием, которое у него есть. Богатые люди богаты не потому, что у них много денег. Они, как правило, богаты, потому что у них другой способ мышления. А бедные, в свою очередь, остаются бедными опять-таки из-за своих ограничивающих убеждений. И сегодня мы об этом поговорим. Дело в том, что я сам вышел с далекого аула, который находится в центре Казахстана. Я там работал чабаном 1,5 года, потом ушел в армию, потом поступил в университет и начал заниматься бизнесом. То есть я практически прошел все стадии. Не скажу, что нищеты, но и не такого, что большого достатка. Я четко понимаю, что значит экономить деньги. Я четко понимаю, что значит, когда не хватает денег. Я видел это на примере своих родителей, я видел это на своих примерах и так далее. И я тогда еще не очень понимал, но сейчас, анализируя прошлое и анализируя тот опыт, который я имею, я вижу, насколько бедные неправильно мыслят в отношении покупок. Их неэффективное мышление приводит к неэффективным покупкам. То есть сами покупки являются следствием их неэффективного мышления. И, кстати, еще, когда я говорю о богатых и бедных, на самом деле это условное разделение, потому что я видел некоторых богатых с бедным мышлением, но я видел некоторых бедных с эффективным богатым мышлением. И если наблюдать в динамике, я уверен, те люди, даже бедные на сегодняшний день, но у которых в голове эффективное мышление, рано или поздно они станут богатыми. А те богатые люди, которые имеют бедное, неэффективное мышление, это только вопрос времени, когда они потеряют свои деньги и свое богатство. Потому что есть много богатых людей, которые получили свое богатство незаслуженно. Это было наследство, либо они это сделали за счет взяток, либо они используя какие-то близость к власти и так далее. Поэтому, когда мы говорим сегодня о разнице отношений к покупкам между богатыми и бедными, это я говорю не про то состояние, которое у них есть сейчас, это про способ мышления. Давайте разберем, в чем состоит мышление бедного человека, которое проявляется в неправильных или в неэффективных покупках. Первое, конечно, это самый низкий уровень, когда бедные люди очень бедны, им приходится реально экономить на всем. Им приходится экономить на всем, и они покупают все дешевое. И, к сожалению, у них даже нет возможности думать о покупках каких-то дорогих вещей. И вообще они даже голову поднять не могут от своей бедноты, нищеты. Каким бы человек ни был нищим и бедным, я все равно считаю, что у него есть ресурсы. Не бывает человека без ресурсов. Просто мы все привыкли думать, что ресурсы – это только деньги. Но смотрите, у бедного человека, да, нету денег или их очень мало, но у него очень много времени, у него есть энергия. Если он молодой человек, то у него есть еще молодость. Поэтому те излишки ресурсов, которые у них есть, надо прежде всего направлять на приобретение знаний и развитие самого себя. То есть начните с инвестирования в самого себя, но не денег, а времени и своей энергии. Если мы будем брать эту категорию людей, то основная ошибка, я считаю, в том, что они все время гоняются за дешевыми вещами. То есть для них в голове стоит такое ограничение, что покупать только дешевые вещи. В чем подвох или неэффективность такого мышления? Дело в том, что когда вы покупаете дешевые вещи, вы тем самым практически убиваете свою самооценку. Вы все время ее понижаете. И плюс дешевые вещи долго не служат.
они долго не служат, и вам приходится все чаще и чаще покупать их. Поэтому, если просуммировать ту функцию, которую выполняет дешевая вещь, и ту функцию, которую выполняет дорогая вещь, и разделить это на цену, то очень часто выясняется, что дорогая вещь или качественная вещь гораздо дешевле, чем дешевая. Многие американские миллионеры, миллиардеры дают такие советы, истории из жизни, что основа финансового планирования их там успеха в том, что они всегда покупали там товары по акции, вещи из секонд-хенда. То есть это такое популярное мнение, популярное такое пожелание. Как с этим быть? Вот если говорить про ту историю, когда там американские миллиардеры или богатые люди покупают дешевые вещи или товары секонд-хенда и так далее, нужно понимать, что у них государственное регулирование гораздо жестче. И у них дешевизна это не значит, что некачественно. Это другое понимание. В нашем случае очень часто, когда вы покупаете дешевые вещи, это мало того, что дешевые, они некачественные. Если бы они были качественными и дешевыми, это же всегда соотношение цены и качества. Тогда да, можно было бы покупать там со скидкой какие-то вещи и так далее. Поэтому вот я считаю, основная, не основная, одна из причин неэффективности мышления бедных людей выражается в том, что они покупают дешевые вещи. И, как правило, не просто дешевые вещи, а некачественные вещи. Потому что дешевая цена затмевает такой параметр, как качество. Они закрывают глаза на качество и покупают дешевые вещи. А я всегда обращаю внимание, что надо покупать ту вещь, которая качественно выполняет свою функцию. Например, если вы покупаете дождевик, то чем покупать дешевый дождевик и некачественный, лучше купить, конечно, дешевый и качественный, но так часто не бывает. Но тогда лучше уж покупать дороже, но качественный. То есть качество важнее. Вы должны понимать, что в конечном итоге вы покупаете не дождевик, а вы покупаете многолетнюю защиту от дождя. Вот функция дождевика – это защита вас от дождя. И вы покупаете многолетнюю защиту от дождя. А когда вы покупаете дешевый дождевик, вы покупаете дешевый дождевик. Вот ошибка бедных людей в том, что они покупают вещь, а не функцию, которую выполняет эта вещь. Поэтому первое, научитесь за вещами видеть ту функцию, которую эти вещи выполняют. И соотносите цену к сроку выполнения вещью этой функции. И тогда у вас будет более правильное понимание о цене этой вещи. Вторая неэффективность в мышлении бедных, которая проявляется в покупках, заключается в том, что многие бедные люди покупают вещи на показ. Они покупают не для себя, они как бы показывают для того, чтобы показывать эту вещь, то есть сравниваться с кем-то. В этом мире вы никогда не сможете кого-то по-настоящему впечатлить. Всегда есть кто-то, кто круче, кто богаче и так далее. Поэтому надо исходить из своих целей, а не из целей других людей. Не надо пытаться соревноваться с кем-то. Поэтому, когда вы покупаете вещь, вы должны покупать функцию, которую выполняет эта вещь для вас. Какую функцию для вас она выполняет. И не ориентироваться на то, какую функцию она выполняет для других. Например, когда там студент или наемный служащий, который живет от зарплаты до зарплаты, покупает себе iPhone. Но спрашивается, зачем ему iPhone? Есть куча дешевых смартфонов на андроиде. Опять-таки, вопрос даже не в том, что покупка андроида. Вопрос нужно четко понимать, а для чего он тебе нужен. Если он нужен тебе для того, чтобы там просто серфить в социальных сетях, то гораздо было бы эффективнее иметь кнопочный телефон. Гораздо эффективнее было бы иметь кнопочный телефон по одной простой причине, что вы на нем не можете серфить или лазить в социальных сетях, и благодаря этому сэкономить огромное количество времени и энергии. Или возьмем ситуацию, когда человек покупает дорогой автомобиль. Но вот я за свою историю скажу, что я даже будучи миллиардером не покупал машину дороже, чем... самая дорогая машина у меня одно время была, это Bentley. 250 тысяч долларов. Хотя есть машины и за миллион, за 700, за 500 тысяч и так далее. У меня никогда не было Rolls-Royce, у меня никогда не было там Bugatti, Maserati и так далее, и так далее. Почему? Потому что
я за всеми своими покупками вижу конкретную функцию, которую она выполняет. И вот очень больно наблюдать, когда люди покупают те вещи, которые не могут себе позволить. Потому что это приводит к третьей проблеме в мышлении бедных людей, в том, что они не учитывают цену владения. Вот цена владения – это большой вопрос. Проблема бедного мышления очень часто заключается в том, что люди не знают и не видят цену владения. Я когда покупаю какие-либо вещи, я всегда задаю 5 вопросов. Первый вопрос: мне действительно это надо или нет? Второе: как долго я буду этим пользоваться? Третье: как часто я буду этим пользоваться? Четвертое: можно ли это взять в аренду? Пятое: какова цена владения? И еще шестой дополнительный вопрос: какова цена будет, если я это продам после использования? И вот цена владения это включает налоги. Если вы купили автомобиль, вы ежегодно платите налоги. Если вы купили автомобиль, вы ежегодно меняете шины, вы меняете фильтры и так далее, масла и так далее. Это все цена владения. А здесь я особо хотел бы еще отметить такую вещь, что у вас могло сложиться впечатление, что я говорю о том, что дорогие вещи всегда лучше. Дело в том, что не всегда дорогая вещь, она самая лучшая. Но и не всегда дешевая вещь, она самая худшая. Но для того, чтобы понимать, как я говорил, вы всегда любую вещь оцениваете через функцию. Для чего она вам нужна. И очень часто бывает так, что вот вы купили дорогую вещь, она сама по себе качественная, но цена владения очень дорогая. Например, когда вы покупаете дорогой автомобиль, тот же Mercedes, Rolls-Royce, вы один раз потратились одно, но там же еще налоги выше, там фильтра дороже, покрышки стоят дороже, страховка дороже, там и все это дороже, цена владения. И таким образом, если суммировать истинную стоимость вещи, она состоит из двух вещей: первоначальная цена, первоначальная сумма, которую заплатили, и цена владения, то может оказаться, что вы купили функцию очень дорого. Функцию, которую выполняет этот автомобиль, например, или эта вещь, очень дорого. Поэтому обязательно на это тоже надо обращать внимание. Напишите в комментариях 2 случая, когда вы купили дешевую вещь и некачественную. Это просто прорефлексируйте, напишите свои ошибки, может быть, и так далее. И второе, обратную ситуацию, когда вы купили дорогую вещь, она оказалась тоже неэффективной, потому что она не выполняла функцию так же эффективно, как могла бы выполнять другая вещь. Знаете, я, например, даже когда на баги-туре был, я приводил пример, когда говорю: смотрите, мы кушаем с одноразовых китайских пластиковых тарелок вилками одноразовыми и ложками одноразовыми. И самое интересное, вы знаете, что эта посуда самая эффективная на данный момент. Хотя мы могли бы купить стеклянные, фарфоровые тарелки, вилки, ложки и так далее, серебряные. Но вот китайская на данный момент наиболее эффективна. Почему? Потому что в степных условиях мыть сложно, гораздо проще взять и скомкать в мусорное ведро или мусорный пакет, а потом в ближайшем поселке, населенном пункте сдать, чем это мыть в условиях степи, где нет воды. И плюс еще она будет биться, эта посуда, она будет царапаться, и внешний вид будет портиться, и так далее, и так далее. Поэтому смотрите от функций, от целей. Ценность любой вещи определяется от той функции или цели, которые она закрывает. Обязательно вот выполните это задание, опишите 2 случая, когда вы купили дешевую некачественную вещь и купили дорогую и качественную вещь, и она тоже вас не удовлетворила. И я думаю, вам будет очень полезна вот эта рефлексия, чтобы вы четко поняли, как правильно подходить к покупке вещей. Ну и если взять, например, как пример, как покупают люди с богатым мышлением, я бы не говорил даже богатые люди, а люди с богатым мышлением или эффективным мышлением. Они, как правило, к любой вещи, как я и говорил, относятся как к покупке функции прежде всего, а функцию они определяют относительно своей цели. То есть у него есть какая-то цель, для достижения этой цели ему нужно, чтобы какая-то вещь выполняла какую-то функцию. Соответственно, он покупает ту вещь, которая оптимально выполняет свою функцию для достижения им его целей. Это первый момент. Второй момент. Богатые люди, люди с богатым мышлением, покупают всегда вещи и относятся к этому как к инвестиции. Они обязательно думают, а что мне это даст в дальнейшем.
У них горизонт планирования дальше, и они думают, что мне это даст в дальнейшем. Вот условно в интернете есть мое видео, где я рассказываю про покупку сережек своей жене, я в свое время купил за $1 миллион. Так вот, с точки зрения покупки ювелирных украшений, это дурная покупка. Кажется, как можно на $1 миллион покупать сережки. Но с точки зрения инвестиций, я купил бриллианты инвестиционного класса. Они номерные инвестиционного класса. Так вот, цена на них только растет. В результате получается, я как бы купил сережки, ювелирные украшения, но на самом деле это инвестиции. Бедный человек со стороны может подумать: о, он купил дорогие сережки, я тоже куплю. Он может купить ювелирные украшения, которые не относятся к инвестиционному классу, и в результате он просто купит очень дорого стекляшки. Если бриллиант не инвестиционного класса, то это по сути стекляшки или прозрачные камушки, которые перепродать сложнее, и тем более цена на них не растет. И это относится ко всему. Вот даже я когда купил себе машину для того, чтобы ездить в городе, я думал, мне нужна машина всепогодная, чтобы я мог ездить, если что, подниматься в горы и так далее. И если что, после того, как она станет старой, могу ее использовать на охоте. В результате я купил Land Cruiser 300, спортивный вариант. Это позволяет мне на нем спокойно ездить в любую погоду в городе. Она легко продается на вторичном рынке. Land Cruiser очень популярная модель. И самое главное, когда состарится эта машина, я могу ее использовать на охоту. Таким образом, надо подходить ко всем своим покупкам. К сожалению, бедные люди, когда покупают вещь, они покупают как для удовлетворения каких-то своих потребностей. А богатые люди покупают вещь как ступеньку для достижения своих целей. Они покупают, как я говорил, они покупают функцию, которую выполняет эта вещь. И чем больше функций выполняет вещь, тем она, по сути, ему дешевле. Условно, когда я купил машину, Land Cruiser, у меня функция была из пункта А в пункт Б, с дома выехать на встречи ездить. Я посмотрел соотношение цена-качество и плюс вот эти 5 вопросов, которые я до этого сказал. Но благодаря тому, что я знаю, что я из этой же машины могу извлечь больше, я могу съездить в горы, я могу съездить на охоту, и в будущем я могу себя оставить как охотничий джип, то я вижу, что за ту же самую цену я имею большее количество функций, которые мне может выполнить эта машина. Таким важным вопросом задаются все начинающие предприниматели, когда они посещают бизнес-тренинги, когда они подписаны на популярных блогеров. Все не в один голос говорят: арендуйте квартиру, которую вы не можете себе позволить, покупайте дорогие машины, обязательно едьте в дорогущий отдых. Это зарядит вас энергией, даст вам расширение границ, уровня нормы, все это называют. И вот тогда вот это все вас резко поднимет на вашем пути как предпринимателя. И это полностью вразрез идет с тем, что вы сейчас рассказываете, как вот к этому правильно относиться. Ну, во-первых, нужно четко понимать, что когда многие блогеры или бизнесмены, особенно в инфобизнесе, покупают дорогие машины, Rolls-Royce и так далее, показывают яхты, яхты не показывают, но показывают богатые дома, квартиры и так далее. Прежде всего, это нужно понимать, что это маркетинговый инструмент. Потому что дорогие машины, Rolls-Royce, квартиры, яхты, вертолеты сразу же привлекают внимание. А цель этих людей – привлечь ваше внимание. Это первое нужно понимать. Потому что зачастую эти машины не являются их машинами, они их арендуют. Это первый момент. Второй момент. Да, это инструмент работает, но нужно понимать, когда он работает. В нашем мозгу существует 2 системы. Первая система – это наш мозг, вторая система – наше подсознание. И они работают по-разному. Как правило, цели ставит наш мозг. Мы говорим: вот мы хотим заработать денег, мы хотим достичь чего-то и так далее. И проблема в том, что мы ставим себе одни цели, а на самом деле нас все время одолевает прокрастинация, лень, отмазки, отговорки и так далее. Почему это происходит? Это происходит потому, что нет согласия между нашим сознательным «я» и подсознанием. Представьте себе в голове, как голова ваш офис. И в этой голове есть генеральный директор, ваш мозг, и финансовый директор, ваше подсознание. Так вот, генеральный директор приходит и говорит: так, зарабатываем большие деньги, вперед, большие деньги – это новые возможности, большие деньги – это свобода, свобода – это новые возможности. И уходит. Все сотрудники прибегают к подсознанию, к финансовому директору и говорят: о, шеф сказал, все, зарабатываем большие деньги, все, вперед и так далее.
А подсознание говорит, а почему шеф, что шеф сказал? Они говорят, вот шеф сказал, большие деньги это свобода, а свобода это новые возможности. А он говорит, а новые возможности это новые риски, а риски это проблемы, а проблемы это ответственность. А нам нужна ответственность. Мы же неплохо жили. Нормально все вроде жили. Зачем нам новая ответственность? Зачем нам новые проблемы? И все такие сотрудники говорят, ну да. Ну а что шефу так говорить? А давай шефу мы сделаем так, как будто мы заболели. Давай мы начнем отвлекаться, чтобы его внимание отвлечь. Давай мы отвлекаться начнем на все. А давай мы начнем лениться. И таким образом включаются эти механизмы для того, чтобы человек не достиг своей цели. А почему это происходит? Корень заключается в том, что нет согласия между сознанием и подсознанием. Дело в том, что наше подсознание, это рептильный мозг, амигдала, по-моему, называется, который отвечает за наше выживание. И наш эгоизм живет именно там. Оно всегда работает по принципу такому. Я дам тебе энергию, но что мне за это будет? Дело в том, что подсознание отвечает за то, что будет ли у нас энергия и мотивация чего-то достигать. Но оно всегда задает вопрос, а что мне с этого? И вот если подсознание не увидит какое-то благо, кайф, пользу для себя лично, то оно не даст энергию нашему мозгу. Поэтому, когда вы ставите цель, нужно четко понимать такую вещь. Ставите цель, делайте действия, достигайте результата, и обязательно надо вознаграждать свое подсознание. Я еще очень часто говорю, что успешные люди – это люди, которые превратили достижение цели в привычку. А для того, чтобы выработалась привычка, есть такое кольцо создания привычки. Ставите цель, делайте действия, достигайте результата, вознаграждаете. И дальше у вас самооценка растет, ваше подсознание говорит, о, классно, мозг у нас научился ставить правильные цели, я ему дам на это энергию. И подсознание видит, что от каждой цели он получает кайф, удовольствие, какие-то бенефиты лично для него. Можно ли покупать дорогую вещь для того, чтобы получить мотивацию? Да, можно, но при условии, что до этого вы уже достигли несколько целей. Это можно делать, как я сказал, как такое промежуточное вознаграждение самому себе за достижение целей. То есть принцип такой: сначала себе ставите цель, делайте действия, потом вознаграждаете себя. Для чего вы вознаграждаете себя? Для того, чтобы ставить еще большую цель. И вот таким образом, научившись подпитывать свое подсознание, вы раскручиваете механизм и вашу привычку достигать целей. Вот в этом случае это работает. А если вы купите дорогую вещь, которую не можете себе позволить, то она вас деморализует и загонит в депрессию, потому что увеличит уровень стресса, который у вас уже есть. Нельзя просто так увеличивать стресс, не подкрепляя дофамином. То есть дофамин — это тот гормон, который стимулирует нас на достижение цели, и он дает удовольствие от достижения целей. А кортизол — это гормон стресса. Когда вы покупаете вещь, и у вас нет большой цели, то вы просто увеличиваете уровень кортизола и загоняете себя в депрессию. А когда есть у вас огромный выброс дофамина, вы видите цель, то покупка, она не вызывает у вас стресс. Она вызывает у вас предвкушение еще большей цели и еще большего вознаграждения. А вообще тема целеполагания, вознаграждения, покупок — это большие темы, которые связаны еще и с психологией. И самое главное, нужно и важно понимать все механизмы, которые стоят за этим. Этими знаниями я делюсь у себя в телеграм-канале. Ссылку я оставлю внизу, поэтому подписывайтесь. Там об этом мы и поговорим более подробно.